Тысячи ракет и дронов высыпала Москва за короткий промежуток времени. Шокирующая статистика ударов. Резкое обращение Зеленского к Европе. Времени остается все меньше. Что происходит? Переговоры срываются? Кто блокирует процесс? Раскрываем главную мотивацию Кремля. Паника в Пентагоне. Супероружие диктатора заставляет укреплять оборону. Войска отводят на безопасное расстояние. Армии террористов в Европе, в каждой стране. Масштабы впечатляют, но почему этого не стоит бояться? Расскажем. Об этих и других самых главных событиях вечера воскресенья 1 февраля. Теперь обязательно нужно досмотреть до конца. Дальше только самое важное. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Тысячи дронов, тонны бомб, десятки ракет. Это уже не про обстрелы, это конвейер. По словам Владимира Зеленского, только за январь по Украине выпустили более 6 тысяч ударных беспилотников, около 5,5 тысяч авиабомб и 158 ракет разных типов. И почти все потому, что держит страну в рабочем состоянии. Энергетика, железная дорога, критическая инфраструктура. Смысл простой – давить не по фронту, а по нормальной жизни, чтобы зимой ломалось быстрее, чем успевают чинить. Конструктивная встреча. Любимое слово Кремля снова всплыло в Майами. Переговорщик Кирилл Дмитриев накануне нового раунда российско-украинских переговоров в Абу-Даби снова поехал сверять часы с американцами. Говорит, все прошло, вы знаете, конструктивно. В США более разлого описали встречу. Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий Соединенных Штатов Америки, направленных на достижение мирного урегулирования конфликта в Украине. Марко Рубио уже говорил, что Уитков и Кушнер на этот раунд в Абу-Даби не поедут, будут другие представители США, и это если переговоры вообще состоятся, но, как пишет Reuters, шансов на это все меньше. Bloomberg в то же время пишет, Москва воспринимает переговоры как технические, про детали возможного прекращения огня. Но вопрос оккупированных территорий так техникой не закрыть, и без личной встречи с Путиным некоторые вопросы решить просто не получится. А по информации Axios, эта встреча близка как никогда. Поэтому Майами выглядит не как случайный визит, а как попытка заранее разложить карты перед раундом, где публично обсуждают пункты, а по факту упираются в стену бункера. Кремль может начать трясти изнутри. Украина расставляет все точки перед раундом в Абу-Даби. Территории – это не технический вопрос, считает президент. И поэтому медиа делают выводы о том, что даже если делегации и пересеклись, это ничего не означает. Зеленский прямо говорит, без разговора с Путиным всего этого не разрулить. Он заявил, что на встречах рабочих групп такие решения не принимаются. Нужен хотя бы какой-то формат прямого контакта с Москвой на высшем уровне. Иначе по земле договориться точно не получится. Чи готова до цього Європа? А що вони будуть робити? Я, чесно кажучи, час від часу ставлю такі питання колегам. Я жодного разу не отримав відповідь. Жодного разу. Окрім, ми повинні готуватись, або ми не знаємо. Жодного разу. Я думаю, що це виклик і дай Бог, щоб нічого не було, але мені здається, що найпоганіше в цьому, що такі самі питання ставить Росія, і я думаю, що вона знає відповіді. Слова прозвучали накануне нового раунда трехсторонних переговоров Украины, России и США. Интервью облетело все крупные медиа. И главный вопрос теперь, услышали ли Зеленского европейские политики? Как думаете вы, станет ли Европа усерднее готовиться к вероятному конфликту? Или, может, это не нужно вовсе? Пишите в комментарии свои ответы. Маск вступает в бой с Россией. Конечно, не надевая бронежилет и не отправляясь в Украину, он ограничивает применение краденных технологий российской армии. Краденных, потому что им пользоваться старлинками никто не разрешал, даже запрещал. Но они всегда находили лазейки. К примеру, устанавливали устройство на дрон, который с помощью спутникового Starlink вел группу других дронов, обеспечивая стабильный сигнал. То есть Starlink на шахедах — это не теория. Украина заявляет, SpaceX по просьбе Минобороны включила контрмеры против использования спутникового интернета на вражеских ударных БПЛА, а именно ограничила скорость, на которой работает устройство. Если оно движется со скоростью более 75 км в час, Starlink отключается, а российские дроны как раз летают в 2 раза быстрее.
Я не могу публично озвучивать все, что уже сделано, делается и будет сделано, но все эти действия направлены на одну цель – защита жителей нашей страны и наших объектов инфраструктуры от угрозы со стороны ударных БПЛА противника. Хочу подчеркнуть, что текущие решения являются временными, или, скажу по-другому, экстренными. Советник министра обороны признал, теперь нужно собрать по армии полную картину, кто и как использует Starlink, включая волонтерские и личные комплекты. Раньше многие военные не хотели делиться данными с командованием. SpaceX, по его словам, вовлечена и помогает специалистам Минобороны. Отдельно он извинился перед теми, кого временно задели ограничения. Цитирую: «Но для безопасности страны это необходимые действия». Страна заблокирована практически полностью. Быстро закрыть шатдаун не вышло. Демократическая партия США в Палате представителей дали понять лидерам республиканской партии, по ускоренной процедуре они пакет финансирования правительства не протащат. План спикера Майка Джонсона уперся в математику. Ускорение требует голосов 2/3. Без десятков демократических голосов этот рычаг просто не сработает. Сейчас эти вещи вне контроля палаты, и это, честно говоря, довольно раздражает. Мы подготовили все 12 законопроектов, отправили их в Сенат. Мы свою работу сделали, а теперь похоже, что люди играют с этим в политические игры, так что это раздражает. Теперь пакет, скорее всего, пойдет по обычной процедуре. Это дольше. Это означает почти идеальную дисциплину республиканцев при их минимальном большинстве. Демократы отдельно дают сигнал. Плюс 10 миллиардов долларов для скандальной миграционной службы они не поддержат, пока не будет согласована реформа этой службы. На фоне серии резонансных инцидентов в Миннеаполисе и требований ограничить практику миграционных рейдов. Китай якобы совершенно случайно засветил свое секретное оружие, которое может уничтожить всю авиацию противника. Американские эксперты действительно очень встревожены. Пекин показал свою дальнобойную ракету PL-17 и сделал это так открыто, будто специально проверяет реакцию. В сети появилось крупное, детальное фото макета, и на Западе сразу заговорили о новой угрозе в воздухе. По оценкам, дальность до 300-500 километров, а сама ракета почти 6 метров длиной. И это не ракета для дуэли истребителей. Ее логика другая – бить по большим, дорогим и критически важным целям – самолетам дальней разведки, воздушным танкерам и другим глазам и бензоколонкам авиации. Если такие борта начинают попадать под удар на сотни километров, дальние операции США в Тихом океане становятся куда сложнее. Меньше дозаправок – значит меньше времени в небе, значит меньше свободы маневра. Аресты и репрессии доходят до полнейшего безумия, и это не наша субъективная трактовка, это решение суда, и даже совсем не в России. Пятилетнего мальчика увезли в иммиграционный изолятор, и судья разнес это решение в пыль. В Техасе федеральный суд признал незаконным задержание в Миннесоте Лиама Конахо-Рамоса и его отца после операции ICE миграционной службы в Миннеаполисе. Судья приказал освободить их как можно скорее и жестко раскритиковал саму логику таких задержаний. Идея берет начало в плохо продуманной и некомпетентно реализованной погоне правительства за ежедневными депортационными квотами. По-видимому, даже если для этого нужно травмировать детей. Семью этапировали в центр содержания в Дилле, и судья обязал власти выпустить их не позднее 3 февраля. Миллионы долларов уплывают из российского бюджета. Огромную партию самого дорогого, что есть у Кремля, задержали в Малайзии. Перекачка нефти осуществлялась в основном в темноте, недалеко от берега. Там же их и застали правоохранители. Задержали 2 танкера, а конфискованную нефть оценили более чем 512 миллионов ринггитов. Это около 130 миллионов долларов. Суда стояли в сцепке на якоре в 24 морских милях от мыса Мукахет у острова Пенанг. На борту было 53 моряка, граждане Китая, Мьянмы, Ирана, Пакистана и Индии. Расследуют теперь 2 эпизода – якорь без разрешения и незаконную перегрузку. Такие переливы в малайзийских водах часто используют, чтобы спрятать происхождение топлива.
Европейские армии внезапно стали террористами, по версии Тегерана. Иранский парламент объявил вооруженные силы стран ЕС террористическими группами в ответ на решение Евросоюза признать корпус стражей исламской революции террористической организацией. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф говорит, это зеркальная мера, и европейцы выстрелили себе в ногу. Галибаф также пригрозил, что Иран может выслать военных атташе стран ЕС, которые поддержали это решение. Associated Press напоминает, похожий ответный список Иран уже вводил в 2019 году, когда США записали КСИР в террористы. То есть схема старая: Запад давит, Тегеран повышает ставки, и дальше все идет по спирали. Если будет предпринято какое-либо действие, даже ограниченное, Иран, учитывая большую подготовку, которую он провел, особенно извлекая уроки из событий 12-дневной войны, ситуация не такова, чтобы мы могли представить, например, что Трамп может начать атаку, а потом сразу же через 2 часа написать твит и сказать «Я закончил». Нет, это определенно приведет к полномасштабной войне. Палач хвастается казнями, а Роскомнадзор – запретами. Почти 5 миллионов страниц под нож. Ведомство отчиталось. С 2012 года в России удалили или ограничили доступ к более чем 4,5 миллионов материалов, которые ведомство считает запрещенной информацией. И масштабы только растут. По словам Роскомнадзора, список видов запрещенного за эти годы раздулся в 10 раз, с 3 до 30 категорий. Только за 2025 Роскомнадзор заблокировал почти 1,3 миллиона материалов. Это на 59% больше, чем годом раньше. Главный хит блокировок – все, что связано с обходом запретов. Таких материалов стало больше на 1235%, до более чем 93 тысяч. Дальше контент, который ведомство относит к ЛГБТ-тематике, он тоже вырос почти на 300%. Параллельно Роскомнадзор сообщает о сотнях тысяч удалений по категориям наркотики, экстремизм и детская порнография, а также о штрафах на 77 миллионов рублей для владельцев иностранных соцсетей за, цитирую, неисполнение обязанностей по самомодерации, конец цитаты. А для того, чтобы такие блокировки не имели на вас влияния, мы разработали решение Next Step VPN, безопасно и анонимно. А в прошлом выпуске мы говорили о том, что Вашингтон готовит сценарий удара по Ирану без затяжной войны. На столе план серии мощных бомбардировок по объектам режима. Россияне отчитались о новой победе, но это оказалось постановкой, а могущественную страну попросили убираться из важного региона. Тихий, но стратегический удар по влиянию. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите. Ну а мы с вами встретимся уже утром.